Ну что, друзья, с вами ВАЗ-2232, и обновление наконец-то вышло, и оно в игре. Давайте скорее посмотрим, что там нового появилось. У нас появилась новая кат-сцена, которая продолжается ровно с того места, где остановилась история. На этот раз Альбрехт наконец-то раскрывает свои истинные намерения, и он искажает все вокруг и превращает жителей в монстров. Сюжет двигается дальше. Те самые жители поднимаются, чтобы защитить Шарвальский лес и сразиться с самим Альбрехтом. Создается ощущение, будто все место превращается в какой-то призрачный остров или даже в проклятую деревню. В любом случае, атмосфера стала еще мрачнее. Ну давайте, друзья, перейдем к главному, потому что всем нам интересно, что же появилось нового в игре. И, наверное, самое первое, что мы с вами проверим, это новый боевой пропуск. Вы видите, что я уже погонял, пока ездил сегодня в метро. И у нас тут самое главное изменение – это то, что мы можем теперь выбирать задачи по еженедельным, а можем по ежедневным. И что самое интересное, где-то здесь вот я видел в камешках, я их уже назначил себе на избранное, что мы видим теперь счетчик непривязанных и привязанных самоцветов. Видите, я 12 выполнил, потому что я прошел 2 портала ужаса, и вот персональные самоцветы за день я всего 4 забрал из 4 подземелий, они очень медленно забираются. Но что же касается самого боевого пропуска, то это, наверное, то, что нужно обязательно покупать, если вы относите себя к минимальным донатерам, потому что стоит это совсем недорого, но открывает огромное количество наград. Давайте посмотрим, что нам предлагает новый боевой пропуск. На 15 уровне мы сможем получить вот такой вот скинчик. И охотница на демонов моя выглядит вполне ничего. На самом деле этот скин очень напоминает мне один из скинов, которые были за предыдущие боевые пропуска. Но давайте посмотрим, как выглядит мальчик. Но тоже ничего, вот эти вот царапины на животе, да, и все такие стопами на чародея, на варвара. Ну, кстати, очень даже ничего, я вам скажу. В повязке на глаза, то есть она ничего не видит, бегает, рубит всех, да, они же там бегают, крутятся и всех убивают. Ну, так выглядит монах, мальчик, тоже весь порезанный, весь такой рифленый, прямо из качалки. Ну и крестоносец, очень огромный монстр, прям я бы сказал. Да, и девушка такая с таким прокачанным прессом, лучше, чем у мальчиков. Вот это, кстати, ничего выглядит, мне нравится. И некромантик, конечно. Ой, ну некромантик, я вам скажу, такое себе. Девочка, ну мальчик еще куда ни шло. Рыцарь крови, девочка, мальчик и буря. Ну, кстати, буря самый брутальный, и, кстати, выглядит очень неплохо, я бы сказал. И девочка тоже вся она в одежде, у нее топ на нее не нацепили. Ну, я вам скажу, друзья, что это не самые худшие скины, которые мы можем получить, задонатив за боевой пропуск. Мы, может быть, подробнее еще поговорим в будущих роликах о боевом пропуске. Так, давайте перейдем дальше. Я буду, скорее всего, брать обычную версию, потому что вот этот вот скинчик на все классы и вот все эти улучшения, порталы, которые нам предлагает усиленный боевой пропуск коллекционера, я, наверное, в этом боевом пропуске открывать не буду. Но, друзья, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал DI Tools, где я постоянно выкладываю новости о Diablo Immortal гораздо чаще, чем выкладываю ролики, то обязательно подпишитесь, потому что там я как раз разыгрываю боевой пропуск коллекционера. Ну и давайте посмотрим, что у нас касается главного обновления. Это у нас жатва плоти, да, связанная с Альбрехтом. А смотрите, у меня ничего не происходит. А нет, произошло. Вот видите, жатва
плоти появилось. И тут у нас новые легендарные самоцветы. У нас большие изменения в системе кланов, о которых мы, возможно, подробнее поговорим в отдельных роликах. У нас новая кампания «Жатва плоти». Гниющая рана в глубине шарвальских лесов подпитывает жажду власти Альбрехта. В общем, это продолжение истории, и если вы уже прошли кампанию, то напишите в комментариях, как вам она. Но пока что я не проходил эту кампанию, я чуть-чуть попозже ее пройду, и если интересно, могу записать об этом ролик, напишите в комментариях. Ну и также путь у нас вглубь лесов. Ознакомьтесь с традициями высшей пути и исследуйте ивовые рощи. Или ивовые рощи, не уверен. Ну и также изменения преобразования фамильяров. Тоже очень интересная тема. Я как раз коплю контракты, чтобы все это проверить. В общем, довольно много классных изменений. Ну, давайте обо всем немного подробнее. И первое, наверное, это, конечно же, новый камень. Мы быстренько перейдем на рынок, чтобы посмотреть. Вот он, новый пробный самоцвет. Призрачный виток. Хондкойл они перевели как призрачный виток. Но о нем я уже очень много писал в своем телеграм-канале. Обязательно зайдите на него и подпишитесь, потому что там выложена вся механика, как он работает, какие он дает проценты урона. И, в общем, мы полностью разобрали этот камень. Но если хотите, я сделаю об этом отдельный ролик, чтобы понимать, стоит ли его качать или нет. Но забегая вперед, друзья, это настоящая мета. Это супер камень, который прямо вот на первом уровне дает 20% увеличения к урону или к защите. На 4-м ранге, это когда мы умеренные донатеры, качаем камень до 4-го уровня, чтобы пробудить предмет, он уже дает 28% к увеличению урона. Также у него появляется урон по области с ранга 3 10%, а на ранге 5 20% по области. Ну и на 6-м ранге, я думаю, что это предел для минимального донатера. Можно ставить 3 резонирующих камня, он дает 33% к увеличению урона. В общем, этот камешек можно попробовать, он даст нам резонанс на 1000 и боевой рейтинг не даст, к сожалению, да, но он даст нам максимальный свой эффект, да, нанося урон, вы с вероятностью 10% будете насылать на противника видение, повергающее его в ужас на 6 секунд. В общем, он будет наносить 45% урона или в оборонительной стойке получать мы будем от него 45% меньше урона. Более того, цели видения раз в 2 секунды будут вызывать взрывы, которые будут наносить ближайшим противникам 40% базового урона, что очень круто. Я обязательно его пропробую. Ну, наверное, в данженах, конечно, потому что все это не будет ни в PvP, нигде работать. Но уже предварительно по тем постам, которые я опубликовал в телеграм-канале, этот камень действительно мета, и он спокойно может заместить в моем билде фантомное стекло, который обладает схожим эффектом, но именно на урон, именно в стойке атаки. В общем, друзья, супер классный камешек, поэтому мы по нему пройдемся подробнее чуть-чуть позже. Ну и, конечно же, нам нужно активировать промокод Flash Harvest. Если вы еще этого не сделали, то делается это, по-моему, вот так. Мы заходим в меню, мы заходим учетная запись, и здесь есть такой пункт, называется «Использовать промокод». И давайте здесь введем Flash Harvest. Использовать. Код активирован, друзья. Проверьте почту, чтобы забрать подарок. Ну, мы быстренько сейчас с вами проверим нашу почту. И давайте, смотрите, ваш код активирован, и у нас здесь глиф, 2 легендарочки, 3 сапфирика и 3 аквамаринчика. Обязательно активируйте этот код, чтобы получить эти награды. Но его можно на один аккаунт активировать только один раз. Друзья, ну и, конечно же, давайте пройдемся по новым событиям игры, которые появились у нас после обновления. И первый у нас это мрачный
праздник. У нас 1200 лимит на неделю, и на них мы сможем купить массу интересных безделушек. Но вот эти два, это легендарный глиф и теллурическая жемчужина, это, конечно, нужные вещи. Даже таинственный легендарный предмет тоже сгодится. Ну, еще у нас экспедиции фамильяров. Мы коротко уже затронули или затронем эту тему. Теперь мы можем отправлять наших фамильяров в экспедиции, выполнять поручения. У нас нашествие духов. Это очень классное событие, которое с помощью талисманов портала в ходе события можно улучшить качество легендарных самоцветов. И здесь у нас как раз новый самоцвет «Призрачный виток» и «Вместилище мглы». Кстати, в моем билде, если мы вот так вот быстро прямо посмотрим, по-моему, именно PvE билде есть «Вместилище мглы». Не помню, если честно, сколько она звезд, но, по-моему, там 3 звезды. Вот она, наше вместилище. Это очень классный самоцвет, который создает демона, который выпускает ветряные клинки, и он срабатывает только с основной атаки. В общем, его нам можно будет прокачать до 4 звезд. И что у нас еще в этом нашествии духов? Ну, все как обычно. Нам нужно будет с помощью походов в древний портал получать очки, вот эти, видите, от 0 до 75, 100 и так далее. Ну, кстати, вот еженедельный сбор, он, по-моему, 100 очков дает, и здесь можно забрать контрактик, ну и всякую фигню. Да, и первое. Кстати, на 200 очков, то есть на вторую неделю, когда мы еженедельный сбор получаем, мы сможем уже ложную панацею взять, новый 2-звездный самоцветик. Но вот первая вот эта валюта, талисман портала, у нас появится, по-моему, на 750 очков. Ну, короче, нужно здесь тратить 200 с лишним глифов, чтобы всю ее забрать, 22 штуки, и прокачать нашу вместилище мглы с 3 до 4 звезды. Хотя вы видите, что здесь можно ее поднять даже до 5 звезд. Давайте посмотрим. В ходе события можно получить 22 талисмана. Условия улучшения. 22 талисмана портала повышают качество с 4 до 5 звезд. То есть все 22 талисмана, вообще-то, на минуточку, эти 22 талисмана, каждый по 5000 платины, если мы их не используем, можно будет получить. То есть это 22 на 5, это сколько? 440 тысяч платины для того, чтобы качнуть свой камень до 5 звезд. Но это примерно столько, сколько у нас стоит вместилище мглы, если мы вот просто мгновенно, быстро посмотрим, где наше вместилище мглы. Вот оно. И если мы выберем качество 5 звезд, то она стоит, а на самом деле она и стоит 420 штук. То есть можно ее, в принципе, купить. Кстати, друзья, я же продал свой окровавленный нефритик, мой дорогой. Ну, на самом деле было очень много отзывов на вот мою удачу, да, когда мне выпал окровавленный нефрит, 5 из 5, и 20 на 80 были как раз оставить, продать, то есть 80 запродать. И эмоции у меня сначала брали вверх, и я такой все оставляю, но потом немножечко разум взял вверх, и я понял, что 5 звезд мне в принципе в моем билде не нужно, но я смогу использовать эту платину для прокачки своих других камней, чтобы выровнять их характеристики до 5-6 уровня. Давайте получаем и посмотрим, сколько Blizzard возьмет комиссию. Ё-моё, вы видите, какие несправедливые Близзарды. Они берут 74 тысячи с 500. Но это просто кошмар. Это реальный кошмар. Это 15%. Охренеть. В общем, у меня теперь 640 тысяч платины. Бурлящий исход у меня здесь просто для вида висит. По высокой цене его никто не купит. Я его, скорее всего, буду качать. Но вот теперь у меня есть ресурсы для прокачки как раз бурлящего исхода. В общем, друзья, действительно, 440 тысяч платины у нас стоит прокачка
до 5-го уровня, да, на самом-то деле. И за эти же деньги мы просто можем на эту платину купить себе 5-звездную вместилище мглы, так что это событие на самом деле такое себе. И для минимальных донатеров типа меня, и я думаю, для большинства игроков будет иметь смысл нисколько прокачивать эти камни. Хотя вот этот камень, да, именно призрачный виток, он действительно мета, очень крутой камень, его можно будет качнуть. Ну, я точно не буду собирать все 22 этой валюты, да, талисмана портала. Я буду, скорее всего, обналичивать 100 глифов на видеоролик где-то через недельку-две, когда поднакоплю. И я, конечно, их обналичу потом на платину. Да, мне просто дадут за каждый этот талисман портала 5000 платины. В общем, классное событие. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я в любом случае всегда за любые события, потому что когда их нет, это еще хуже. Ну, давайте посмотрим. Следующая у нас мутация лесов. Она у нас завершается. Это, так сказать, предварительное событие перед вот этим вот обновлением, которое у нас появилось в игре. И у меня осталось забрать только глифик, что, в принципе, очень хорошо. Даже какие-то задачи я здесь по ходу выполнял. Ну и охотник за комплектами у нас, к сожалению, вообще никаких изменений, поэтому мы его пока пропускаем. А вот богатый арсенал здесь у нас очень классное событие, потому что мы здесь сможем выбирать куча всякой ненужной экипировки, которая у нас и так есть. Но если, например, вы сменили класс и решили с Альбрехтом сражаться друидом, например, да, это все-таки продолжение друидовской кампании, то можно сменить класс и быстренько здесь набрать себе эссенций. Давайте награды получим за вход в игру, и можно будет потом выбрать эти призы. Видите, они на выбор, можно сразу же понять, что у тебя не хватает, но у меня вроде как по сущностям все собрано, поэтому я это потом после ролика внимательно изучу и все соберу. Классное событие для того, чтобы поднять свои статичные характеристики. Также у нас стартовало «Пригласи друга». Будем приглашать. Наверное, за это мы получим огромное количество наград. Друзей надо пригласить и получить 3 глифа. Но всего их будет 3 плюс 1, 4, 5 глифов. Не думаю, что у меня столько друзей, хотя все мы друзья. Я постоянно вас называю друзьями. Друзья. Поэтому, не знаю, но на вас это не будет влиять, потому что вы и так наверняка уже играете в эту игру. В общем, в этом событии мы должны пригласить друзей, чтобы вместе сражаться против ужасов, рыщущих в бесконечной тьме, и получать внутриигровые награды. Давайте посмотрим, есть ли здесь правила. Правил здесь нет, нужно просто приглашать друзей, и здесь у нас будут набираться награды. Также у нас есть задачи. Пригласите друга начать играть или вернуться в Diablo Immortal. Ну, на самом деле, достаточно пригласить одного игрока, да, который просто будет очень круто играть, а может быть, там, 3-5 игроков, которые будут активно играть, и если они все это наберут, то можно будет забрать эти легендарные глифы. Ну, такое себе. Это сколько нужно времени и сколько нужно таких вот прям преданных друзей иметь. Я рад, что это событие в игре. В общем, может быть, мне кого-то удастся заманить. Ну и у нас сезон урожая продолжается. Да? Мы здесь выполняем задачи и забираем просто награды. А задачи — это наши просто регулярные выполнения боевого пропуска и бегание по открытому миру. Вот такие у нас, друзья, события. В принципе, неплохо, неплохо. Друзья, ну и каждый раз после выхода какого-то нового крутого контента, особенно когда в игре появляются новые камни, у нас выходят супер предложения во внутриигровом магазине. И давайте посмотрим, что у нас здесь нового появилось. Вот в разделе «Комплекты», да, у нас появилось очень классное предложение, которое называется «Благословение при входе». Стоит оно в рублях, у меня здесь показано, интересно, 2390 рублей, но у меня привязана казахстанская карта, и
Там это стоит 12 990 тенге, насколько я помню, это примерно 2000 рублей. В общем, мы здесь можем получить на 14-й день как раз этот призрачный виточек на 2 звезды, что, наверное, очень здорово. Ну и самое главное, что за эти деньги мы сразу же получаем 1600 сфер. Это получается очень классное предложение. Прямо вот ты покупаешь сферы, но еще 2 недели получаешь классные призы. У нас здесь глифы, самоцветы, 2-звездный классный камень, ложная панацея, ну и также ключики. И на 14-й день все, у нас призрачный виточек. Обязательно приобретите это предложение, если вы относите себя к минимальным донатерам, вот типа меня, которые совсем немножко инвестируют в игру, чтобы улучшить свой опыт игровой. Я считаю, это очень крутой комплект. Ну, конечно же, в разделе «Услуги» у нас есть еще и боевой пропуск, за который мы можем задонатить. В телефоне я видел у себя, что боевой пропуск усиленный. Он стоит порядка 400 рублей, и около 1200 рублей стоит усиленный боевой пропуск коллекционера. Ну и, конечно же, у нас закончилась тропа гения. Уже у меня можно забрать парочку наград, и она стоит, по информации с телефона, я сегодня играл, порядка 1550 рублей. Тоже очень выгодное предложение, потому что по мере совершенствования своего героя ты будешь получать и вечные сферы, в итоге 1280 сфер, 12 легендарных глифов и 640 ключей претендента. Друзья, как тратить все эти вещи? У меня есть огромное количество роликов на канале. Посмотрите их, если не знаете эту механику. Но эти ресурсы просто must-have для того, чтобы получать очень крутой игровой опыт. Так, ну и следующее у нас изменение коснулось механики фамильяров. И давайте посмотрим, что у нас там нового появилось. Ну, во-первых, экспедиция, да, мы теперь можем отправлять наших фамильярчиков, заберу вот этот контракт теней, на поручение временно, время ограничено. Очень интересно, мы можем отправить фамильярчика на поручение. Давайте сделаем это. Клиенты, размещающие поручения, просто хотят, чтобы их выполнили. Им зачастую все равно, кто это сделает. Эту задачу можно поручить и фамильярчикам. Зачем, друзья, так важно иметь в своих узах побольше фамильярчиков, чтобы они АФКшили, пока вы занимаетесь действительно важными делами, например, очищаете санктуарий от монстров. Ну и мы можем отправить фамильярчика, можно отправить, завершено сегодня только на одно поручение. Давайте отправим любого фамильяра. 1 день, ничего себе. А если 2? 12 часов. Неплохо. Ну, мы отправим, наверное, на 24 часа. Давайте 2 их отправим, чтобы 12 часов, чтобы с утра я встал, и уже он у меня выполнил это поручение. Отправляем. Подождите, это нужно поставить галочки и вот это нажать. И да, он у нас отправилось 2 фамильярчика выполнять поручение. Также вот здесь можно забрать из башен награды. Святилище Ибн Фахда я обычно сам открываю, потому что я открываю первую комнату. Ну и контракты теней, естественно, отправим тоже парочку фамильярчиков, чтобы выполнить эти контракты, потому что это повышает рейтинг нашего клана и тебя как тень. Также у нас изменилась механика, связанная с преобразованием фамильяров. И, друзья, я, наверное, сейчас не буду подробно вдаваться в это, потому что я подробно описывал в предварительном обзоре патчноута, что там огромное количество изменений. Я это оставлю до следующего ролика, потому что, если видите, я здесь накопил уже 3 плюс 58, это 61 контракт, чтобы сделать ролик по преобразованию и посмотреть, как эта рулетка работает после обновления. Многие в комментариях мне пишут, что сделай небольшой гайд по тому, как преобразовывать, как получать фамильяра нужного. Но, друзья, это очередная рулетка в игре Diablo Immortal, куда нужно сливать огромное количество ресурсов, чтобы что-то стоящее получить. Поэтому, если вы хотите нужного фамильяра, то самый простой способ — это, конечно же, накопить платину и купить нужного на рынке.
Ну и, друзья, с выходом новых камней у нас всегда выходят супер предложения в древнем портале, да. И тут у нас наверняка появился, да, у нас появился повышенный дроп нашего пятизвездного камешка Haunt Coil, да, и мы, наверное, будем его собирать, потому что с таким крутым камнем, я думаю, что как минимум 5-6 копий я постараюсь надыбать, я накоплю 100 глифов и сделаю очередной ролик об их обналичивании. И давайте посмотрим, сколько у меня сейчас легендарных глифов. Всего 11 штучек, но у меня 5300 сфер, плюс вот эти новые внутриигровые комплекты я куплю. В общем, накоплю 100 глифов, я обязательно пройду древний портал, чтобы получить этот новый легендарный самоцветик. Также у нас в игре появились рекомендации по билдам. Видите, здесь горит красненькая точка. Если мы ее нажмем, мы увидим варианты развития, да, и также, в общем-то, ничего не изменилось. Как было, так и осталось. Давайте публичный вариант развития. И здесь можно опробовать, сохранить выбор, назначить как. Ну, на самом деле, мне сложно сказать, что именно здесь изменилось. Напишите в комментариях, пользовались ли вы этой функцией. Вообще, я все билды, которые собираю, долго тестирую, а потом собираю их в шаблоны и использую именно механику через оружейную. Но какие-то билды можно будет посмотреть теперь через этот интерфейс. У нас появились новые плащи для теней, и они, очевидно, у нас должны появиться в декоративных предметиках. Где у нас? Вот здесь, вот в крылышках. А у нас здесь ничего нет, друзья. У меня здесь только крылья по резонансу и коллекция декоративных предметов. А возможно, это находится у нас и в клане, потому что крылышки относятся к кланам. Но ничего такого я здесь не вижу. Я еще буду разбираться с этой механикой. Напишите в комментариях, удалось ли вам на ком-то увидеть этот плащик. Но, если честно, они так убого выглядят. Ну вот, если мы берем, например, декоративный предмет для бессмертных, то вот этот плащик на бессмертных выглядит гораздо прикольнее. Почему бы его на тенях не сделать черненьким каким-то, да, искрящимся, и вот, а там какой-то оборванный кусок такого плаща, и то, что я предварительно видел на картинках, это, конечно, ну, такое себе. Напишите в комментариях, нравятся ли вам новые плащи теней или нет. Ну, я пока их еще не могу даже найти в игре. Также у нас изменилась механика отрядов, и это у нас находится вот в этом разделе. У нас раньше здесь было управление комнатами, а теперь у нас управление ролями. И очень удобный интерфейс. Мы сразу же видим все бонусы, которые дает нам отряд, и можем выбрать роль очень быстро. Конкретно сейчас у меня наносимые всем членам. Почему у меня такая роль? Вероятность блока, конечно же, чтобы я больше был. Если мы ее сменяем, мы видим, какие реликты собраны к этому базовому свойству. И также можно быстро менять роли, например, на урон. Когда я использую билд на урон, я использую именно вот этот бонус. Мне кажется, что эти изменения очень кстати, они выглядят достойно. И вот эта механика с отрядами, которая уже как бы была немножечко такая outdated, да, по-английски это называется, ну, то есть она не развивалась. Вот ее упрощение до такого вида выглядит хорошим изменением. Ну, еще, если мы перейдем в наш клан, у нас должны там появиться испытания Акебы. Вторгнитесь в зал Вознесения, сразитесь с его боссами и заберите награды. Один раз в неделю это можно сделать в группе из 1-4 человек. А давайте очень быстренько сейчас это пройдем. Я изменю билд на PvE, перенесу все. Да, все перенеслось у меня, стоечка у меня
атаки. И быстренько мы зайдем опять в клан. Где это у нас Акеба? Вот. И быстрый матч. И посмотрим вообще, как это выглядит-то вообще. Ну и, конечно же, начинаем. Так, ну и где у нас боссик? Ничего себе. Какой ты большой. Но этого босса я уже видел, и жизни у него не так, чтобы очень много. В общем, я думаю, что у меня даже одному не составит его замочить, кроме того, что у него постоянно почему-то щит работает. Что за непорядок? Мне обязательно в этом билде нужно прыгать. Да что ты прям щитом ко мне ходишь все время? Вот, и, в общем, мы его сделаем все-таки, я полагаю. И тут, кстати, ё-моё, там еще появился мясник. Слушайте, мне главное не ударить здесь в грязь лицом, потому что мясник это, конечно, посложнее, наверное, чем этот босс, потому что он выпускает вот эти, цепи, от которых нужно обязательно убежать. Но, похоже, я этого босса делаю. Даже с его мега-щитом никаких шансов у него нету против меня. Опа! Ну и мясника мне тоже, наверное, придется замочить. Зараза! Какой вероятностью появляется мясник? Он иногда даже появляется и в подземельях, друзья. В общем, любите ли вы мясников? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И нам здесь выпадает легендарочка. Все это, конечно, замечательно и очень здорово. Вот. Я думаю, что это прикольно, потому что еще один боссик, которого мы можем замочить, это все очень классно. И, друзья, прошу прощения, у нас 19:38, а это значит, что у нас сейчас будет битва теней. Давайте я быстренько сменю свой билд PvP i8, да, активирую его и перейду к ребятам помочь в битве теней. По-моему, это можно сделать в действии. Ограбление сокровищницы, обряд изгнанников, вот, битва теней. Быстренько отправляемся туда. Сейчас мы пробежим эту каточку. Я думаю, что мы в четверг будем против достаточно слабого клана, но механика изменилась. Теперь мы сражаемся по очкам. Давайте посмотрим, как это работает. Не буду спрашивать, сражались ли вы уже в битве теней, потому что... В общем-то, это, можно сказать, прямой эфир. И у нас здесь 5 участников. Все наши сильные ребята как раз уже ждут. И что? Что у нас там? Против нас 2 чувака, самых отчаянных. Но я думаю, что эта битва у нас будет достаточно простой. Мне кажется, что здесь еще либо механика не заработала, либо нужно еще немного времени, чтобы был какой-то опыт, да, у кланов, чтобы они набрали очки, и у нас работал матчинг. Но пока что это выглядит все как и прежде. В четверг мы примерно так и сражаемся, побеждаем. Есть, конечно, это не 2 кита, что очень вряд ли. Мы сейчас быстренько этих ребят замочим. Но я знаю, что в обновлении писали, что изменилось еще... сила здания, они стали очень мощной и дамажить стали тоже очень мощно. Как? Мне вот эту штучку можно здесь поставить. Видите, я ничего не делал, а вот этот товарищ... Ничего себе! Ничего себе! Вы видели, как это здание херачит? Это просто пипец. Ну, короче, на здание мы отправляем варваров. Оп-оп. Ну, и сработал мой гладиатор уже даже. Нет, друзья, против зданий здесь нужно где-то в стороночке стоять. Вот. Да, меня замочили. Короче, не прыгать вокруг зданий, если вы достаточно слабый герой. Мне кажется, здесь еще и тема такая, что особо... Так я воскрес уже. Особо не влияет то, насколько ты прокачанный. Там чисто по процентам от твоей общей хилки убавляется. Вот. И я думаю, что это сделано, чтобы битвы были такие более интересные.
Ну, в общем, нужно качаться. И эти ребятки хитрые, вы видели, да? Ой, периодичкой меня убили. Ребятки хитрые, они как раз возле этих столбов бегают, которые как раз их и защищают. Ну чё, интересно, вот как раз новое, что мы описываем, появилось в игре. Ой, это моя башня, извини. Ну, весело. Так, halfway to victory. Это значит, что половина пути уже до победы. Ну чё, удастся мне вот этих осколочков немножечко подобрать. И там у нас тоже... Так. О, где мой даш? И я кого-то даже поверг. Боюсь туда ходить. Чуть-чуть подлечусь, друзья. И лечилка у меня закончилась. Да что такое, блин? Я не могу понять. Почему у меня все время нет здоровья? Мне в комментариях много писали, что для битвы теней нужно собирать отдельные билды. И не могу здесь не согласиться, потому что этот явно как-то работает херово. Пиу-пиу. Так. Мне нужно бегать постоянно, чтобы автоатака... Вот. Ничего себе, там она разряжает, охотница на демонов. Вот зараза. И у нас здесь хилок тоже нет. Вот здесь вот должна быть еще одна. Да блин. Мои сотоварищи по команде все хилки забрали. Ну, могу сказать, что битвы теней теперь точно станут дольше. Если два слабых клана сражаются типа нашего. Это да. Мы все пытаемся убить эти столбы. И у нас это не получается. Очень забавно. Очень забавно. Ну, значит, моя помощь здесь на самом деле ценная. Вот у меня охотник на демонов с дальней атакой. Он, конечно, имеет какое-то преимущество. Я не могу... то есть я могу чуть дальше встать, чтобы меня дамага от... Ой-ой-ой. Да блин, сильные ребята, кстати, против нас. Либо я очень слабый. Неопытный игрок. Так, ну что, давай, воскресайся скорее. А то мы сейчас умрем там. Побежали. В общем, против этих зданий... Кстати, напишите, если вы участвовали, уже посмотрите ролик, когда он выйдет, вы уже наверняка поучаствовали в битве теней. Напишите... как вас дамажат эти столбы, потому что если они у вас также равноценно, как и у меня, забирают всю... Давай, лечись, зараза, лечись. Я убрал все щиты со своих легендарок за место крит урона. Вот смотрите, у меня теперь, когда я прыгаю, щитов нет, но зато у меня крит урон. Здесь он понерфен, да, он не как бы нормализует, но он у меня, по-моему, 27%. Так что комментаторам, которые писали, что, блин, как ты, чувак, делаешь ролики с критом, шансом крита 8%, я теперь, так сказать, утер нос. Теперь у меня 27%. Но это, видите, особо не помогает, потому что играю как нуб. Там охотница разряжает в нас, будь здоров. Да? Да, из меня еще тот помощничек. И интересно, что у меня как-то даш скилл не восстанавливается. Что за херня? Так. Это мое. И это мое. Да умришь ты, наконец. Ой. А у меня автоатака не была включена. А вот зараза, смотрите, разрядила в меня. Но у меня гладиатрикс сработал. Ах, а на ней периодичечка висит. Да? Но я успел нажать отхил. Так что не удалось убить меня. Вот зараза убегает когда? Так, как нам активировать вот эту штуку? Опа!
Мы ее поставим. Ну, это Кьюби. Видишь, я тебя наконец-то сделал. Что-то у нас очень долгая битва теней. Такого у нас давненько не было. Знаете, механика битвы теней мне теперь нравится. Опа. Так, отпрыгиваем, потому что... Да, и, кстати, играю-то я с джойстика на холодную. Короче, это реально неудобно, потому что в основном я, конечно, играю не с джойстика и на горячую. И там у меня работает все гораздо лучше. Я это прокручу, друзья, чтобы вы не мучились. И вот я возродился. Все, бежим в последний бой. Черт, мы должны здесь выиграть. Eli has pinched. В общем, нас там жестко убивают. Против нас Кьюби серьезный игрок. Если ты посмотришь мой ролик, тебе огромный респект. Против 5 сражаешься, кладешь нас как жалких нубаков. Так что молодец. Приходи к нам в клан, будем с тобой вместе играть. Опа! Сколько ты мне дала вкусных осколочков. Ну все, шутки кончились. Я уже подноровился, уже разогрелся, так сказать. Так что у меня сколько? 42 уже бонуса. И мы бежим дальше. И, кстати, появилась вот эта штучка. Ставим ее здесь. Делаем нашу дамагу. И мы выиграли, друзья. Да, это было непросто. Класс, класс, класс. Ну, гораздо эпичнее, конечно, стали битвы. Если вы наверняка посмотрите этот ролик после того, как сами поиграете в битву теней, напишите в комментариях, что об этом думаете. И интересно, что я тут оказался MVP, при том, что я бегал там где-то сзади и записывал для вас ролик. Но вот эта Кьюби, кстати, реально сильная девочка. Ну, я имею в виду, я не знаю, за нее играет мальчик или девочка, но персонаж девочка очень сильная. И если в вашем клане не так много народу, присоединяйтесь к нам, Куку Найтс. Нам нужны сильные игроки, чтобы сейчас с новой механикой кланов стать сильнее. Ну, давайте, мы немножечко отвлеклись, давайте быстренько пройдемся, что у нас там дальше было. Так, ну и что у нас дальше? У нас дальше изменилась механика подбора в PvP, но проверить это сейчас я, наверное, не буду. Я сделаю это в отдельном ролике. Также, может быть, запишу каточку и вставлю ее, прокомментирую. Если вы уже играли в PvP, напишите в комментариях, чувствуете ли, что матчинг стал более сбалансированным. Я думаю, что особо ничего не изменилось по первым отзывам на Reddit, которые я читал. Все не так хорошо, как это было буквально пару дней назад, когда описывали, сколько будет нововведений, и все мы заживем классно. Так, ну еще у нас следующее. Это измененный и более удобный подбор игроков для PvE-контента, для портала ужаса. Давайте посмотрим, где у нас сейчас проходит портал ужаса. Это в Пик Завейн. Быстро туда прибежим и посмотрим, что там изменилось. Кстати, в открытом мире еще появились некие столпы, да, вот такие вот стоящие, которые тоже вызывают огромное количество монстров. Так, у меня какая-то цель. Очищение гнили. Но будем мы эту гниль очищать или нет? Возьмем благословение. Ну, наша задача сейчас на самом деле не гниль очищать, да, а бежать, смотреть портал ужаса. Здесь цветочки тоже можно собрать. Пиу. Вот они, все наши награды за очищение гнили. Короче, в порталах ужаса что-то изменилось. Ну и вот, мы можем быстро найти. Раньше этой кнопки не было. Если мы нажмем поиск группы, то мы сразу же увидим, что здесь некий игрок Трета, да, уже кого-то ищет. И мы можем быстро вступить в команду. Ничего себе. Я вступил в команду, действительно? Давайте посмотрим. Действительно, я вступил в команду. Ну, я покину, чтобы ребят не расстраивать, потому что я, наверное, сейчас не буду долго играть. Я попозже
сяду. Так, ну и также у нас изменилась механика подземелий. Извините, друзья, вот видите, вот эти мобы, постоянно спавнящиеся вокруг меня, они мешают мне записывать ролик, да, и у нас изменилась механика подземелий, и там очень интересно. Теперь в подземельях появились разные модификаторы новые. Вот, например, новый модификатор, когда ты быстро... Ой, блин! Да ты мне дашь ролик записать или нет? Мы быстренько, друзья, переместимся в безопасную зону, потому что это анти-АФК система, да, тут часто игроки стоят на одном месте, и эти монстры постоянно спавнятся именно вокруг портала, чтобы замочить АФКшников. Ох уж эти АФКшники. И, в общем, у подземелий появился новый модификатор классный, там множество улучшений, я их подробно описывал в своем превью. Посмотрите этот ролик, если еще не смотрели, но предупреждаю, он очень долгий, поэтому сразу переходите к теме на подземелье. Я там везде всегда оставляю тайм-коды. И у нас появился модификатор, когда ты заходишь в подземелье, и у тебя сразу портал к большому боссу главному, и после него еще 3 портала для боссов. И, друзья, вот вы видите, вот такая вот фигня постоянно выскакивала у меня сегодня с утра, когда я пытался пройти это подземелье. Игра все еще имеет большое количество багов, и о них жутко спорят ребята на форумах, на Reddit, но я думаю, что разработчики все это очень быстро подтянут. Основные изменения, которые вы заметите после выхода этого обновления, я описал, но также еще большие изменения по теням. Мне очень интересна клановая система, как она работает. Также фамильяры, как работает новый матчик в PvP. Подробный разбор камня, Hunt Coil, вот этого нового 5-звездного. Это все темы для отдельных роликов. Друзья, вот такое вот обновление. Если вам нравится контент, который я делаю, то обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь, если еще не подписаны. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там все новости выходят и чаще, и гораздо более детальные и интересные. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.